Глава 246. Дун Сюанер. Боевой предок Хунфу привела молодую женщину в заднюю комнату и заставила ее осмотреть безупречную руку сильно покрасневшей Дун Сюанер. Киноварь на ней показывала, что ее целомудрие было на самом деле нетронутым. В результате чего жена мастера Хань Ли была сильно шокирована с таким кокетливым поведением, как могла Дун Сюанер остаться девственницей. В тот день, когда супруги попытались отказаться от соглашения о парном культивировании, они притворились, что не знают этих слухов, и остались в сомнениях. Однако они действительно не ожидали, что репутация девушки уже давно испорчена. Именно это и побудило пару отказаться от соглашения, чтобы сохранить свою собственную репутацию. Видя, что молодая женщина была удивлена, Хунфу все объяснила ей. Поскольку ее ученица жаждала сохранить свою внешность чудесным образом, она начала культивировать магическую технику высшего ранга, которая была у нее под рукой, техника преображения внешности, которая могла сохранять ее внешность благодаря культивации. Несколько культиваторов с техникой идентификации женской сущности увидели Дун Сюанер и предположили, что она уже потеряла девственность, породив множество нелестных слухов. Несомненно, эта ученица действительно не заботилась о своей репутации и фактически имел довольно близкие отношения со многими мужчинами-культиваторами. Однако, сочетание техники соблазнения на технику преображения внешности наряду с таким экстраординарным статусом, при этом не вступать в физический контакт с мужчинами, которые крутились вокруг нее, было поистине очень неожиданно. Однако, мужчин-культиваторов вокруг Дун Сюанер становилось все больше, в результате у нее появилась привычка вести себя кокетливо с мужчинами, порождая странное представление о том, что она желает, чтобы они залезли к ней под юбку. Это даже зашло так далеко, чтобы некоторые мужчины вступали в поединки между собой, чтобы заполучить ее. К счастью, благодаря технике преобразования внешности, Хунфу не позволяла этой девушке расстаться с целомудрием. Если бы мастер Хунфу не обнаружила следов киновари на ее руке, она бы немедленно рассеяла ее магическую силу и заставила бы ее жить как смертную. Это должно было помешать Дун Сюанер, которая обладала магической техникой преобразования внешности, разрушению принципов клана Дун. В таких условиях, хотя Дун Сюанер часто флиртовала со множеством мужчин, она не осмеливалась зайти слишком далеко, однако эти мелкие выходки немедленно дошли до ушей Хунфу, в результате чего она была в гневе. Она жестоко наказала Дун Сюанер и заточила ее в ограничительном заклинании на определенный период времени. Но было уже слишком поздно, ужасная репутация Дун Сюанер уже распространилась по всей долине Желтого Клена. Этот слух настолько быстро распространился, что его невозможно было погасить. Культиватор стадии формирования ядра Хунфу уже ничего не могла с этим поделать. Теперь, даже если те культиваторы, которые узнали бы, что Дун Сюанер действительно остался целомудренной, они не посмели бы стать ее компаньоном в парной культивации ради сохранения своей репутации. Тем не менее, она достигла той стадии культивации техники преобразования внешности, на которой необходимо практиковать парную культивацию, иначе она будет регрессировать. Поэтому Хунфу была вынуждена искать культиваторов для парной культивации Дун Сюанер, но не находила тех, кто бы подходил ей. Во всех она находила недостатки в характере или моральном поведении. Но в конце концов она прибыла в пещеру бессмертного Ли Хуайюань и выбрала Хань Ли. Услышав все это, молодая женщина была очень смущена и вернулась к Ли Хуайюань. Рассказав об этом своему мужу, оба молчали какое-то время. Хотя они действительно ошиблись в порядочности Дун Сюанер, все было так, как сказала Хунфу. Хотя она и до сих пор сохранила свое целомудрие, ее репутация была поистине испорчена, что мешало Ли Хуайюаню охотно позволить своему ученику быть ее напарником в панной культивации, поскольку ущерб его репутации был бы слишком велик. Таким образом, он чувствовал свою вину по отношению к Хунфу. Чтобы компенсировать свою вину перед Хунфу, Ли Хуайюань, естественно, не препятствовал путешествию Хань Ли в ассамблею захвата сокровищ. Вместо этого он не жалел усилий, чтобы облегчить эту длинную поездку для Хань Ли и Дун Сюанер. По мнению Ли Хуайюань, ужасное впечатление у Хань Ли о Дун Сюанер это долгое путешествие не изменит. По правде говоря, с тех пор, как его седьмой ученик Усюань впервые увидел Дун Сюанер, эта девушка постоянно находилась в его голове. Несколькими днями раньше он действительно набрался смелости, чтобы спросить Ли Хуайюня, может ли он еще раз поговорить с Хунфу, чтобы проверить, не пересмотрит ли она свое решение относительно Усюань. Естественно, Ли Хуайюань не мог согласиться с таким абсурдным действием. Яростно упрекнув своего ученика, он отправил ученика на внешнее задание, чтобы избежать того, что Усюань мог вляпаться в неприятности. После такого строгого наказания Усюань стал гораздо более послушным и стал беспрекословно подчиняться приказам мастера, но Ли Хуайюань по-прежнему чувствовал, что у этого ученика присутствуют ветреные мысли. Это буквально стало его главной головной болью. Взглянув на двух молодых культиваторов, бессмертная женщина Хунфу еще немного поболтала с мужем и женой перед отбытием.
Затем Ли Хуаюань и его жена вошли в зеленую пещеру и начали свое ежедневное культивирование, поскольку дело Хань Ли и Дун Сюанер было отложено до поры до времени. Клан номер 1 в государстве Юэ, клан Янь, располагался в ничем не примечательной провинции Линь. Мало того, что район этой провинции был обычным, но его население также было немногочисленным. Можно сказать, что это была совершенно обычная местность. Город Цинлян был самым обычным городком в провинции Линь. Если бы не исключительные пейзажи горы Яньлян, не было ничего, чтобы отличало этот город от других. Самое важное место клана Янь, замок Яньлин, находилось в горах Яньлян. В настоящее время Хань Ли держал в руке лист бумаги. Это было письмо приглашения в ассамблею захвата сокровищ. На нем было написано место встречи — замок Яньлин. Взглянув на письмо, Хань Ли понял, что не ошибся, и спокойно убрал его. Затем он услышал насмешливые слова от девушки рядом с ним. «Ты действительно болван. Ты перечитываешь приглашение уже 5 или 6 раз и все еще не можешь расслабиться. У тебя действительно немало недостатков». Несмотря на эти грубые слова, голос этой молодой женщины был очень мягким. Видимо, это и очаровывало в ней мужчин и сводило с ума. Однако выражение Хань Ли нисколько не изменилось нисколько. Он как будто не слышал ее. Неожиданно он поднял руку и выстрелил в небо 3 огненными шарами. Затем он спокойно сказал: «Если клан Янь и сейчас не отправит к нам навстречу людей, тогда мы уйдем и подождем до завтра. Младшая боевая сестра, поскольку у тебя достаточно энергии для ссоры, ты можешь взлететь повыше и посмотреть, нет ли кого поблизости на всякий случай. Да, кишка у тебя и правда танка, старший боевой брат Хань. Мы находимся у входа в клан Янь, и ты все еще считаешь, что есть какие-то опасности. Я вижу, что ты абсолютный идиот и параноик». Дун Сюанер подкрасила свои красные губы и лениво сказала это. Она прислонилась к сосне без малейшего намерения подчиниться. В этот момент Хань Ли и молодая женщина стояли на вершине небольшой горы, ожидая, что что-нибудь произойдет. В этом письме приглашения говорилось, что они будут забирать гостей. Однако они прибыли уже некоторое время назад, но по-прежнему не видели никого из клана Янь. Хань Ли втайне поддался страху, опасаясь, что все же могут произойти какие-то неприятности. Однако эта маленькая принцесса, Дун, с презрением относилась к осторожности Хань Ли, считая Хань Ли просто трусом. Прошло уже 7 или 8 дней с тех пор, как они покинули зеленую пещеру. В этом путешествии между ними возникло некоторое недопонимание, в результате чего это переросло в неприязнь друг к другу. Обычно, в течение такого длительного путешествия между мужчиной и женщиной возникают какие-то чувства, но у них этого не было ни в малейшей степени. Дун Сюанер не понимала, почему ее обаяние, которое пленило сотни мужчин, не действовало на Хань Ли. Вскоре после того, как она поняла, что не сможет таким образом контролировать Хань Ли, она показала свой настоящий характер. Однако Хань Ли не обращал внимания на девочку и принципиально проигнорировал ее грубость. Он только произнес одну фразу: «Я могу передать боевому предку Хунфу все, что ты только что сказала». В результате Дун Сюанер тут же замолчала. Хотя молодая женщина привыкла к тому, чтобы все потакали ее прихотям, она знала, что Хунфу была в ярости из-за ее репутации. Она действительно приняла близко к сердцу предупреждение, которое получила от своего мастера перед отправлением. Если бы этот парень перед ней действительно сказал ее мастеру несколько неприятных слов, ее тяжелая участь была бы неизбежна. Возможно, ее бы снова посадили под замок. Вспоминая свой последний период заключения, Дун Сюанер не могла не вздрогнуть. Хотя она и не желала полностью подчиняться, она не осмеливалась действовать так же безрассудно, как раньше. Однако Хань Ли не слишком усложнял ей жизнь, даже позволяя девушке иметь дешевые победы в вербальном общении, не заботясь ни о чем. Но если Дун Сюанер станет чуть более легкомысленной, он тут же обо всем доложит Хунфу без малейшего промедления. В конце концов, перед отбытием Хунфу говорила с ними, позволив Хань Ли держать ее в ежовых рукавицах. В дороге, пока эта девушка красноречиво издевалась и насмехалась над ним без конца, Хань Ли как будто он не слышал ее слов. Но когда он бездумно упомянул слова Хунфу, красноречивые выражения Сюанер сильно изменилось, и она не осмеливалась больше быть такой наглой. Таким образом, оба они спешили в пути, путешествуя днем и отдыхая ночью. Через несколько дней они уже достигли вершины горы Яньлян. Однако внезапно их встретила тишина. Люди из клана Янь должны были уже появиться, но спустя полдня никто так и не пришел. Из-за этого у них начало кончаться терпение. Глава 247. Брат и сестра Янь.
Возможно, они были слишком нетерпеливы, но вскоре к западу от горного пика, в конце концов, появились две черные точки. Приближаясь, они превратились в две огромные двуглавые демонические птицы. Это были двуглавые утки, которые он ранее видел на Великом Южном собрании. Верхом на демонических птицах сидели мужчина и женщина. Дун Сюанер, увидев, что к ним приближались два незнакомых человека, тут же встрепенулась и встала прямо. Она стала с любопытством смотреть на больших двуглавых птиц, которые к ним приближались. «Нам очень жаль, что мы заставили вас ждать. Я Янь Юй, моя младшая сестра, Янь Лин. Мы прибыли, чтобы проводить вас в замок Янь Лин. Как только две утки прилетели на вершину горы, мужчина и женщина немедленно спрыгнули с ним. Молодой человек твердо встал и сказал это с извиняющимся тоном. «Это не важно, мы не очень долго ждали», — изящно сказала Дун Сюанер, глядя на молодого парня, прежде чем Хань Ли успел открыть рот. Голос у нее был настолько нежным, что Хань Ли приподнял бровь, услышав ее. Услышав этот тон голоса Дун Сюанер, казалось, что злая и непослушная женщина, с которой он провел последние несколько дней, превратилась в девушку из благородного дома. Янь Юй, естественно, не знал об этом. Когда он увидел Дун Сюанер, красивую, как цветок, молодую женщину, и услышал ее мягкие слова, обращенные к нему, его сердце вздрогнуло, и в нем появилось странное чувство. Он тут же выпрямил спину и живо проговорил: на самом деле здесь были ученики клана Янь, встречающие гостей. Однако ученики, которые здесь ждали, столкнулись с какой-то проблемой. Таким образом, здесь никого не было, и вам пришлось ждать. От имени клана Янь, я, Янь Юй, приношу вам свои извинения и надеюсь, что вы не держите на нас зла. Когда Дун Сюанер услышал это, на ее лицо появилась нежная улыбка, а в ее глазах мелькнуло очарование. Она думала над тем, чтобы еще такого сказать, но внезапно шепот Хань Ли дошел до ее ушей. «Ты не боишься последствий такого поведения от боевого предка Хунфу?» Услышав это, выражение лица Дун Сюанер сильно изменилось. Она открыла рот, не произнесла ни слова. Эта странная сцена сильно озадачила брата и сестру из клана Янь. Янь Лин была молодой девушкой в возрасте 15-16 лет. Она казалась живым и обаятельным человеком. Она постоянно переводила взгляд с Хань Ли и Дун Сюанер своими яркими черными глазами, создавая у людей впечатление, что она чрезвычайно умна. Все было так, как сказала младшая боевая сестра Дун. В этом нет ничего страшного. Вы всего лишь немного опоздали. Этот уверен, что клан Янь не стал бы преднамеренно заставлять гостей ждать. Однако, я немного сбит с толку. Что же могло случиться с учениками, которые изначально ждали нас? Могло ли быть так, что они столкнулись с другими гостями? Остановив акт соблазнения Дун Сюанер, Хань Ли слегка кашлянул 2 раза и сказал несколько вежливых фраз, а затем он спросил о том, что случилось с ожидавшими их учениками, будто бы в шутку. Это. Когда Янь Юй услышал слова Хань Ли, у него на лице появилось трудное выражение. Он как будто был обеспокоен чем-то и не мог сказать об этом ясно. Хань Ли, возможно, старшему боевому брату Юй неудобно об этом упоминать. Зачем зря его беспокоить? В первую очередь нам следует отправиться в замок Янь Лин и все там осмотреть. Должно быть, там уже много народу, да. Верно. Отправляемся в замок Янь Лин. Там уже было много гостей. В настоящее время они обсуждают техники культивации и совершают всевозможные обмены. Пойдемте теперь, чтобы вы двое тоже сможете в этом поучаствовать. Когда Дун Сюанер увидела, что Янь Юй немного колебался, она сказала несколько дружеских слов от своего имени и заставила ученика клана Янь расслабиться. Он легко согласился с ее словами, и нежное чувство в его сердце выросло еще больше. В стороне Янь Лин осознавала плохие намерения Дун Сюанер и уныло надула губы. В этот момент, не обращая внимания на Дун Сюанер, Хань Ли лишь слегка улыбнулся и кивнул в знак согласия. Тогда я должен попросить старшего боевого брата Янь и юную леди Янь возглавить наш путь. Мы с младшей боевой сестрой Дун последуем за вами. Заметив, что Хань Ли больше не настаивал на своем вопросе, Янь Юй смог по-настоящему расслабиться. Тогда он сказал извиняющимся тоном: «Я пойду впереди. Я должен попросить вас, чтобы держались к нам как можно ближе. Надеюсь, вы не обидитесь». Хотя Янь Юй сказал это вежливо, Хань Ли четко понял, что его слова в основном относились к Дун Сюанер. Казалось, что этот ученик клана Янь уже попал в руки Дун Сюанер. Хань Ли внутренне засмеялся. Он был не заинтересован в том, чтобы заниматься абсурдными делами Дун Сюанер и притворяться невежей. Затем он достал письмо приглашения Ли Хуаюня, ловко передав его Янь Юй. В этот момент Дун Сюанер также достала ее пригласительное письмо от бессмертной женщины Хун Фу и передала его своими тонкими лилово-белыми руками.
Заманчивый запах ее тела и блеск ее белой кожи ослепили Янь Юй на мгновение, и он действительно забыл принять письмо. Его младшая сестра больше не могла стоять без дела и сердито взяла приглашение вместо брата. Ее старший брат тут же очнулся от своих грез от мягкого хихикания Дун Сюанер, заставив его покраснеть. Нет никаких проблем с пригласительными билетами младшего боевого брата Хань и младшей боевой сестры Дун. Тогда вперед. После того, как Янь Юй вернул им их приглашение, он сел на двуглавую утку, чувствуя себя странно. Иногда ему удавалось украдкой взглянуть на Дун Сюанер по дороге. В этот момент эта злая и неуправляемая девушка действительно выглядела достойной и почетной. Это привело к тому, что воображение Янь Юй разыгралось. Спустя какое-то время все четверо спрыгнули на землю и направились прямо туда, откуда пришли брат и сестра из клана Янь. Пролетев десятки километров, группа высадилась на участке между двумя горами. В этот момент Янь Юй стал искать командный медальон, который был у него под рукой, крепко сжал его обеими руками, насильно вливая в него духовную силу. Неожиданно командный медальон засиял дымкой желтого света, выстрелив в сторону пустого пространства перед ними. Когда желтый свет пронесся мимо изначально пустой области, там внезапно появилась радужная полоска света. Затем эта радужная полоска света вспыхнула и рассеялась, и на их глазах на изначально пустом горном хребте появился древний замок. Казалось, огромные стены достигали примерно сотни метров в высоту. Также было множество зданий, которые достигали стен по высоте. Хань Ли и Дун Сюанер никогда прежде не видели ничего подобного. Это самое важное место нашего клана Янь, замок Янь-Лин. Для нас большая честь приветствовать младшего боевого брата Хань и младшую боевую сестру Дун. Янь Юй вдруг неожиданно выпрямился, прежде чем торжественно сказать это. Хань Ли улыбнулся. Пока он думал что-то сказать, Дун Сюанер внезапно вскрикнула и с удивлением взглянула на замок. Увидев девушку с таким выражением лица, Хань Ли, естественно, последовал за ее взглядом. Он увидел только арену боевых соревнований в стороне замка с двумя летающими, по-разному одетыми учениками, которые сражались. Один был одет в коричневую одежду клана Янь, на вид он был быстрым и свирепым. У другого была кучерявая борода, серые глаза, темная кожа и желтые волосы. Он был в лазурной одежде и выглядел довольно странно, на арене был гигантский барьер белого света. Казалось, что барьер искрился. За световым барьером находились две толпы людей, одна на востоке, другая на западе. Все они были в дорогой одежде. Одна толпа стояла в ровном строю и молча наблюдала за происходящим. Это были люди из клана Янь. Другая толпа в основном состояла из странных мужчин с кудрявыми бородами. Все они были в зеленых мантиях с зелеными глазами и желтыми волосами. Там было также несколько обычных людей. Увидев это, Хань Ли был несколько удивлен. Он тут же перевел свой взгляд на брата и сестру Янь. Возможно, они знали, что происходит. Не дожидаясь, пока Хань Ли откроет рот, выражение Янь Юй изменилось после увиденного. В стороне Янь Лин сжал кулак и яростно проговорила: «Они действительно бросили нам вызов. Как они могут действовать так злобно? Это действительно возмутительно». Когда Хань Ли услышал это, его сердце вздрогнуло. Затем он задал интересующий его вопрос: неужели эти люди не гости клана Янь? Естественно, это нет. Эти парни ворвались к нам и ранили двух наших учеников, 15-летнего младшего боевого брата и 16-летнего младшего боевого брата. Кроме того, они настаивали на участии в ассамблее захвата сокровищ. Я не знаю, о чем думали старейшины, но они действительно согласились. Это действительно приводит меня в бешенство. Янь Лин не заметила взгляда своего брата, который означал, что ей не следовало это говорить. Но она продолжала безудержно возмущаться, являя всем свой характер. Когда Хань Ли увидел это, он не мог не рассмеяться. Тогда Янь Юй смущенно замялся, не зная, что сказать. Похоже, это главная причина, почему мы так долго ждали на вершине горы. Может ли старший боевой брат Юй поведать Сюанер некоторые детали произошедшего? Дун Сюанер с любопытством спросила у Янь Юй, пытаясь его околдовать. После минутного колебания Янь Юй дал прямой ответ. Эти люди прибыли сегодня утром в наш замок Янь-Лин. Однако у них не было с собой приглашений. И вместо того, чтобы уйти, они хотели силой ворваться в наш замок и ранили двух младших боевых братьев, принимавших гостей. Когда другие ученики поспешили на помощь, намереваясь преподать этим ребятам урок, они не думали, что эти люди действительно предоставят письмо и знак, которые заставят наших старейшин принять их всерьез. В итоге, они даже проглотили свои слова и учтиво пригласили их в замок. Однако эти люди не знают свое место,
И сразу же после того, как они вошли в замок Янь-Лин, они попросили клан Янь обменять с ними указаниями. Старейшины, обдумав это какое-то время, разрешили их споры. Соревнование будет состоять из 10 матчей между учениками стадии заложения фундамента. Я участвовал в 2 соревнованиях несколько раз подряд. Что касается результатов. Янь Юй покачал головой, его лицо было несколько печальным. Было ясно, что клан Янь находится в невыгодном положении. Глава 248. Соперники. Обычно в соревнованиях жертвы и травмы не имеют значения, поскольку это очень распространенный вопрос. Но эти люди не культивируют никакие техники культивации. Каждый из них использует ядовитые и инские магические техники дьявольского да. Все ученики, которые пошли против них, были побеждены. Они либо беспричинно падали в обморок, либо были отравлены таинственными средствами. Все их ранения были чрезвычайно жестокими, которые трудно вылечить. Но, к счастью, из-за того, что этим людям было немного страшно находиться в замке Янь-Лин, серьезных травм и смертей не было. То, что вы сейчас видели на арене клана Янь, поистине настоящий позор. Смущенно сказал Янь Юй. Когда мы пошли на попятную, мы услышали, что старейшины уже не могли удержать свои позиции и уже вызвали подчиненных старших братьев, учеников зала боевых искусств. Это элитные ученики клана Янь, культивирующие тайную магию. Они непременно покажут этим наглецам. Янь Лин не могла сдерживать свои эмоции и взмахнула кулаком. Что делать, если девочка знает о сражениях и убийстве? Прямо сейчас эти гости уже заставили использовать наши резервы. Поторопитесь, пусть дядя Ли пошлет больше учеников, чтобы поприветствовать гостей. Разве мы можем заставлять гостей ждать так долго? Лицо Янь Юй замерло, и он упрекнул сестренку. Затем он отправил несчастную девушку в путь. В этот момент Янь Юй повернулся к Хань Ли и Дун Сюанер и объяснил, поскольку в последнее время было много гостей, среди них было много постоянных посетителей. В результате была активирована часть защиты, охраняющая замок кланов Янь. В настоящее время в замке много отдельных зон, в которых действуют ограничительные заклинания, где не действуют талисманы передачи звука и другие магические приемы дальнего действия. Таким образом, я могу только отправить мою младшую сестру. Моя младшая сестра и я изначально не должны были принимать гостей, но в замке в настоящее время не хватает рук, и многие люди, скрывающие злые намерения, стучатся к нам в дверь, заставляя нас просить о помощи. Сказав это, лицо Янь Юй совершенно помрачнело. Он устремил свой взгляд на битву между учеником клана Янь и эксцентричным человеком. Стоит сказать, что старший боевой брат Юй – элитный ученик клана Янь. Конечно, вы занимаете высокое положение в клане Янь. Глаза Дун Сюанер сверкали, когда она произнесла это с милой улыбкой. Поскольку она была очень красива, это ее изящество заставило Янь Юй взглянуть на нее на мгновение. Это ничего. Янь Юй беспокойно бормотал про себя. Он не знал, что сказать. Он только чувствовал, что эта молодая леди Дун была слишком красива, как будто она была идеальной возлюбленной из его мечты. Она хихикнула. Это старший брат Янь, я не знаю, удобно ли это, но могли бы мы пойти посмотреть на сражение? Я очень хочу увидеть, кто осмелился причинить неприятности священному клану Янь. Дун Сюанер почувствовала, что выражение Янь Юй было довольно забавно и несколько раз засмеялась. Ей захотелось еще его подразнить, но она не думала, что Хань Ли вдруг заговорит и перебьет то, что она собирается сказать дальше. «А вы хотите посмотреть?» «Конечно же. Этот матч против моего старшего двоюродного брата из зала боевых искусств. Его заклинания да усовершенствованы до такой степени, что он входит в первую десятку. Конечно, он может дать отпор сопернику в трудное время». Слова Хань Ли словно разбудили Янь Юй. Сначала он смотрел безучастно, но вскоре ответил с радостью. Когда Хань Ли услышал это, он внутренне улыбнулся. С одной стороны, Хань Ли знал, что Янь Юй нет причин отказывать ему. С другой стороны, он чувствовал, что на этот раз шансы на победу у Дун Сюанер были велики, что позволило ему почувствовать себя свеже. Таким образом, они вылетели на арену соревнований, которая находилась поблизости, и направились к толпе. После того, как Хань Ли подошел поближе, он был поражен, когда обнаружил, что за битвой наблюдает не менее сотни культиваторов. Более того, по его мнению, большинство из них были не из государства Юэ, а из других стран. Это было действительно странно, Хань Ли был очень озадачен, но как гость, ему было бы неуместно спрашивать о слишком многих вещах. Он мог только сдерживать свое любопытство. Что касается Дун Сюанер, то она постоянно улыбалась и радостно болтала с Янь Юй.
Тем не менее, она изредка поглядывала на Хань Ли с удивлением в глазах. Кажется, она не была пустышкой с красивым лицом, неизвестно, что планировала сделать эта злая и неуправляемая девушка, но она была такой же, как Хань Ли. Хотя они чувствовали, что что-то было не так, они не могли прямо об этом спросить. Это заставило Хань Ли слегка нахмуриться. «Сюанер, вы тоже пришли?» «Отлично. Я думал, что боевой предок Хун Фу еще не освободила вас». Один мужчина из 3 человек, которые проходили мимо, был мужчина-культиватор с красивым лицом. При виде Дун Сюанер, тут же повернулся и счастливо направился к ней, заговорив с ней с большой любовью. Когда этот человек подошел, Дун Сюанер с улыбкой уставилась на него, что несколько разозлило Янь Юй. Его взгляд начал непрерывно мерцать. Однако выражение лица Хань Ли не изменилось ни в малейшей степени. Он ясно понимал, что этот человек, скорее всего, был одной из предыдущих игрушек Дун Сюанер. Может быть, это мальчик из клана Фэн, о котором раньше говорила жена его мастера. Старший боевой брат Фэн. Я действительно не думала, что боевой предок Ду отправит вас на это собрание. Исключительное выражение мелькнуло на лице Дун Сюанер, и когда она закатила глаза, она спокойно встретила его, как будто этот человек был всего лишь обычным другом. Это привело к тому, что выражение лица Янь Юй немного смягчилось. Однако старший боевой брат Фэн был поражен и сразу же обратил внимание на Янь Юй и Хань Ли, которые стояли рядом с Дун Сюанер. К счастью, Хань Ли увидел это. Затем он слабо улыбнулся и отступил на полшага от Дун Сюанер, показывая, что он тут ни при чем. Но когда он увидел, что Янь Юй безудержно смотрел на старшего боевого брата Фэн, тот ясно понял, кто его враг. Выражение его лица сразу же потемнело, когда он несколько раз взглянул на Янь Юй. Хотя Хань Ли нашел эту сцену несколько забавной, он был несколько сбит с толку. Поговаривали, что Дун Сюанер и этот старший боевой брат Фэн давно хотели стать парой для культивации. Но теперь эта злая и неуправляемая девочка больше не относилась к этому старшему воинственному брату Фэн благосклонно. Неужели этот слух был неправдивый? Когда Хань Ли подумал об этом, он мог только покачать головой, не желая вмешиваться в это дело. Он не хотел тратить энергию, обдумывая такие сплетни. В результате он отошел на несколько шагов, оставив этих троих. Хань Ли не волновало, были ли влюблены в нее этот старший боевой брат Фэн и Янь Юй, и он еще меньше беспокоился о том, что все ли идет по плану Дун Сюанер. В этот момент он был полностью сосредоточен на битве внутри светового барьера. Янь Юй действительно не хвастался попусту, его старший кузен был поистине невероятным. Техника Да, которую он использовал, достигла совершенства. Он бросился вперед, создавая своей ладонью камни размером в несколько метров, чтобы уничтожить противника. Заграждение казалось бесконечным. Перед ним был желтый веер, вызывающий желтый ветер. Эта ветряная стена использовалась им в качестве защиты. Тем не менее, его противник в зеленой одежде не собирался сдаваться. Он безумно шипел и извивался, как гадюка, размахивая перед собой черной сетью, в которую ни ветер, ни дождь не могли проникнуть. Огромные камни были отброшены этой сетью. Однако случившееся никак не повлияло на элитного ученика клана Янь, он продолжал крепко стоять на ногах. Что касается магических инструментов, то у зеленоглазого противника было 6-7 блестящих белых магических черепов, парящих вокруг него. Неизвестно, для какой цели они служили. Таким образом, один человек дико нападал и один постоянно защищался. На какое-то время сражение зашло в тупик, но было совершенно ясно, что эти двое проверяли друг друга и не делали никаких реальных шагов. В результате, хотя сцена была очень оживленной, с камнями, летящими по небу и растущей черными ци, они продолжали сохранять спокойствие, не проявляя никакой торопливости или нетерпеливости. Когда Хань Ли наблюдал за этим, он был в восторге. Но затем он услышал, как Дун Сюанер сказала: «Старший боевой брат Хань, что ты скажешь?» Это немного отвлекло его. Даже не повернув головы, он рефлекторно ответил «да». Но когда он сказал «да», Хань Ли сразу почувствовал, что это была ошибка, и поспешно повернул голову. Он видел только тех двоих, которые должны были быть враждебными соперниками между собой за ее любовь, но внезапно они проявили нежелательное отношение к нему, как если бы они объединились против общего врага. Было очевидно, что эта злая и непослушная девушка втянула его в свои игры. Вы слышали это? Старший боевой брат Хань тоже это признает. Я должна оставаться с ним в этом путешествии. Это был приказ моего собственного мастера. Жаловалась Дун Сюанер. Она воспользовалась безрассудством обоих и тут же сделала Хань Ли козлом отпущения. Во время его небрежности Дун Сюанер воспользовалась этой возможностью и создала ему 2 большие неприятности.
Очевидно, это была месть за то, что он использовал имя Хунфу в путешествии, чтобы надавить ее. Конечно, если бы эти двое проучили его, ее настроение бы сильно улучшилось. Хань Ли посмотрел на них, в то время, как они смотрели на него, как на добычу, и вздохнул. Пока он думал что-то сказать, выражение этих двоих внезапно изменилось, и их взгляд переместился на сцену позади Хань Ли. Выражение Янь Юй стало особенно напряженным. Увидев это, Хань Ли тут же понял, что что-то произошло, и поспешно повернул голову. Он увидел, что тупик в борьбе внутри светового барьера прервался, человек из клана Янь уже прекратил вызывать огромные камни и обеими руками держал желтый бумажный веер. Он усиленно махал своим веером на противника. Этот бумажный веер казался легким, но каждый раз, когда он взмахивал им, казалось, он тратил огромную физическую силу, заставляя его лицо светиться от пота. Глава 249. Конкуренция. С каждым взмахом веера из-под него вырывался густой зеленый туман, направляясь прямо к эксцентричному мужчине в зеленой одежде, который стоял напротив него. Благодаря этим 7-8 взмахам туман стал невероятно густым и плотно окутал другого человека, образуя вокруг него большую фиолетовую сферу. Эксцентрик в зеленой одежде был внутри сферы черной ци, которая блокировала туман. Черная ци и зеленый туман беспрестанно сталкивались друг от друга, как будто оба они были живые. Однако туман, который был под контролем ученика клана Янь, имел большое преимущество и неуклонно подавлял черную ци все сильнее и сильнее. Веер тумана разлагающихся костей моего двоюродного брата — чрезвычайно известный высокоранговый магический инструмент. Если кто-то вступает в контакт с даже небольшим количеством этого ядовитого тумана, который он испускает, его плоть тут же начинает гнить. Однако мой двоюродный брат всегда считал, что этот веер слишком жестокое оружие, и поэтому он никогда не использовал его легкомысленно. Но теперь, когда он серьезно отнесся к этому делу и решил его использовать, то, очевидно, он не позволит, чтобы его противник остался цел и невредим. Увидев это, Янь Юй радостно улыбнулся, объясняя стоящий рядом Дун Сюанер. Вау! Действительно ли этот веер настолько знаменит? Вы знаете, можно ли его сравнить с веером ветровой молнии? Какой из них более могущественный? Дун Сюанер слегка улыбнулась, слегка приподнимая уголок рта, испуская свое захватывающее, липкое обаяние. Если сравнивать их мощность, то этот веер, скорее всего, будет слабее, чем веер ветровой молнии. Но если его использует культиватор с древесными духовными корнями, этот магический инструмент легко контролировать, в отличие от веера ветряной молнии. Если у кто-то не имеет и ветреных, и духовных корней стихии молнии, он не может высвободить всю мощь веера ветряной молнии. Таким образом, сила веера тумана разлагающихся костей даже выше, чем у веера ветряной молнии. Янь Юй едва ли мог объяснить Дун Сюанер ход своих мыслей, поскольку, глядя на ее очаровательную улыбку, сердце у него билось быстрее. Что за чушь? Это же обычный магический инструмент высшего ранга. Как его можно даже сравнить с веером ветряной молнии? Он не стоит и 1/10 доли мощи веера ветряной молнии. Я на самом деле считаю, что этот веер даже слабее того магического инструмента, которым я обладаю. Легкие пурпурные кимвалы, ревность появилась на лице у старшего боевого брата Фэн. Дун Сюанер и Янь Юй разговаривали и смеялись друг с другом, поэтому он намеренно так злобно говорил. Вы смеете смотреть сверху вниз на магические инструменты, которые мой клан Янь усовершенствует. Хорошо. Тогда позвольте мне взглянуть на силу ваших легких пурпурных кимвал. Янь Юй, услышав, как другой человек принижает силу веера тумана разлагающихся костей, был в гневе и не мог промолчать. Хорошо, я в любом случае хотел испытать магическую силу одаренного ученика клана Янь. Старший боевой брат Фэн, услышав слова другого человека, холодно рассмеялся и тут же согласился. На данный момент они, по-видимому, забыли о своем общем враге Хань Ли. Ах, забудьте об этом, я просто так спросила об этом. Почему вы так разошлись? Вам обоим нужно пойти на уступки. Неужели это невозможно? Казалось, что Дун Сюанер пыталась успокоить их, но на самом деле это вызвало нежелание у них обоих проявлять слабость перед их возлюбленной. Ни один из них не хотел упасть в грязь лицом перед Дун Сюанер. Конечно, для этих двоих тут же начать битву ничего не стоило. В конце концов, они оба ревновали друг к другу. То, что они сказали ранее, было сказано в порыве гнева. Они все еще знали о своих страхах. Однако, если Дун Сюанер будет дразнить их обоих, результат будет трудно предсказать. Хотя Хань Ли и не волновался об этом конфликте, он мог четко слышать, что происходит рядом с ним. Он чувствовал, что эта злая и неуправляемая женщина действительно была демоном, который порождал неприятности.
Куда бы они ни пошли, повсюду теперь будет хаос. Неудивительно, что Хунфу хотела, чтобы он контролировал эту маленькую девочку. Несмотря на это, Ифэн и Янь Юй, казалось, не были глупцами, так почему же теперь они вели себя так импульсивно и агрессивно? Неужели техника соблазнения Дун Сюанер была настолько сильной? Неужели культиваторы стадии заложения фундамента попались на ее удочку? После того, как Хань Ли снова подумал об этом, он не мог не чувствовать себя внутренне шокированным. Тем не менее, Хань Ли не собирался ни о чем спрашивать двоих этих людей. Ему было все равно, кто из них выживет. Но Хань Ли чувствовал, что это было несколько странно. Независимо от того, каким образом эта кокетка Дун Сюанер заставляла мужчин падать перед ней на колени, Хань Ли не находил в ней никакого очарования. На самом деле, Хань Ли был не единственным, кто задумывался над этим вопросом. Дун Сюанер была еще более подавлена. Ее техника соблазнения, по какой-то неизвестной причине, на самом деле была абсолютно неэффективна против самого раздражающего человека. В противном случае, она бы заставила его вернуться. Как она могла позволить ему быть такой угрозой? По пути сюда, как раз когда Хань Ли и Дун Сюанер думали о таких вещах, ситуация на арене внезапно резко изменилась. Черная ци, окутанная зеленым туманом, внезапно сжалась и начала тонко растекаться. В мгновение ока неожиданно появился человек в зеленой одежде, который скрывался в ней. Несколько черепов, окружавших его, раскрыли рты и начали яростно всасывать черную ци, уменьшая ее в объеме. Хотя его противник из клана Янь не знал, что намеревался сделать другой человек, поскольку тот уничтожил свою собственную защиту, он, естественно, не собирался с ним шутки шутить. Он тут же взмахнул веером, и зеленый туман сразу же поплыл вперед, когда у черной ци не было возможности ответить. «Отребье, ты хочешь покрасоваться передо мной, используя только свой ядовитый туман. Ты действуешь совершенно безрассудно. Разве ты не знаешь, что все мы используем техники с ядом?» Захохотал человек в зеленой одежде. Затем он вытянул ладонь и быстро постучал по небесному духовному покрытию этих черепов. Эти черепа сразу расширились до размеров колес. Их ужасающий внешний вид был покрыт слоем черной ци, которая показалась еще более странной и зловещей. Внезапно они втянули в себя всю оставшуюся черную ци и резко раскрыли свои рты еще, поглощая зеленый туман. Кроме того, с каждым вздохом они увеличивались в размерах, как будто поедая зеленый туман. Стоящий напротив него, старший двоюродный брат Янь Юй был в шоке. Он поспешно взмахнул веером, желая вернуть свой туман, но было уже поздно. Только 1/3 изначального количества ядовитого тумана могла вернуться. Большая часть была поглощена черепами противника. Внезапно поверхность желтого веера почернела, что заставило всех членов клана Янь почувствовать боль в их сердце. Они знали, что с сегодняшнего дня сила этого веера тумана, разлагающего кости, будет значительно уменьшена, пока ученик из клана Янь пытался собрать остатки тумана от своего магического инструмента. Огромные, расширяющиеся черепа под контролем человека в зеленой одежде метнулись к нему со звуком «вжух». В мгновение ока они оказались прямо у него перед его глазами, в результате чего он очень испугался и торопливо потянулся к своей сумке. Однако, эти черепа одновременно раскрыли рты и одновременно выстрелили в него бесчисленным множеством смоляных колонн света, сходящихся в один огромный столб света. В одно мгновение он пробил дыру в защитном желтом веере члена клана Янь, сбив его с ног. Он рухнул на землю, потеряв сознание. Ученики клана Яня, стоящие сбоку, видя, что победитель уже определен, естественно, не хотел, чтобы член его клана упал и получил тяжелые ранения, поэтому он тут же вылетел, чтобы поймать кузена Янь Юй, а затем улетел обратно. Как и следовало ожидать, техники секты призрака бесподобны и изящны. Наш клан Янь потерпел 4 поражения из 5 матчей. Кто будет участвовать в 6-м матче? Старейшина клана Янь вышел вперед и холодно сказал тем, кто называл себя сектой призрака. Несмотря на свой возраст, его глаза ярко сияли. Давай забудем об этом. Еще не поздно провести оставшиеся 5 матчей после того, как ученик клана Янь из зала жизни и смерти придет. Я глубоко наслышан о великой репутации культиватора крови клана Янь. Таинственный человек в серебряной демонической маске вышел из группы учеников секты призрака. Судя по его нежному и утонченному голосу, казалось, это был очень молодой мужчина. Хорошо. Поскольку у молодого мастера секты действительно есть такой исключительный интерес, мой клан Янь, естественно, готов согласиться. Тогда сегодняшнее соревнование на этом заканчивается. Старейшина был потрясен, когда услышал это. Однако, не желая проявлять слабость, он согласился с ним, затем повернулся и вышел. Молодой мастер секты не возражал. Он нежно засмеялся, затем элегантно обернулся, забрал своих людей и покинул арену. Другие, кто просто наблюдал за зрелищем,
также молча стали исчезать. Хань Ли слегка покачал головой, когда внезапно услышал, как Янь Юй пробормотал: «Как это возможно, что мой двоюродный брат на самом деле проиграл? Он же эксперт нашего зала боевых искусств. Какой же он эксперт, если его так легко победил противником?» Старший боевой брат Фэн скривил губы. Он, естественно, не мог промолчать в этом случае. «Да как ты смеешь?» Лицо Янь Юй выражало уже неприкрытый гнев. Казалось, что он вот-вот вспыхнет от ярости, но следующее предложение Дун Сюанер немедленно обрадовало его. «Старший боевой брат Янь Юй, я путешествую в течение многих дней и немного устала. Могли бы вы найти мне подходящую комнату для отдыха? Любая другая деятельность может подождать до завтра», — лениво сказала Дун Сюанер, внезапно вытянув гибкую талию. «Конечно, могу. Младшая боевая сестра Дун, я отведу вас в специально подготовленную для женщин-культиваторов комнату. Младший боевой брат Хань и другие, делайте все, как вам будет угодно», — радостно сказал Янь Юй. Хань Ли слегка рассмеялся. У него не было никаких возражений. Он уже благополучно доставил Дун Сюанер в замок Янь Лин и успешно завершил свой долг. Все остальное его абсолютно не интересовало и не волновало. Он лишь сказал, что хочет немного осмотреться, и покинул эту группу людей. Глава 250. Встреча со старым другом. Старший боевой брат Фэн и Янь Юй только того и ждали, когда Хань Ли будет подальше от Дун Сюанер. Таким образом, Янь Юй не только не пытался остановить его, но он даже с превеликим удовольствием передал ему нефритовый лист с картой замка Янь Лин, чтобы Хань Ли мог сэкономить время и прямо направиться к месту назначения, вместо того, чтобы ходить по кругу, как муха. Что касается Дун Сюанер, хотя она была очень удивлена тем, что Хань Ли внезапно решил оставить ее, естественно, она очень обрадовалась тому, что она восстановила свою независимость и снова была среди мужчин, как рыба в воде. Конечно, она все еще использовала изумленное выражение лица, чтобы несколько раз взглянуть на Хань Ли. Независимо от того, как много она об этом думала, она не могла понять намерение, стоящее за его действиями. Намерение. Мне просто не нужен лишний груз на плечах. Кроме того, передвигаться одному гораздо более удобнее. Размышляя таким образом, Хань Ли неторопливо прогуливался по каменным дорогам замка Янь Лин, сцепив руки за спиной. Время от времени он смотрел на магазины слева и справа от него. Все они продавали материалы для талисманов, инструментов и материалы для усовершенствования таблеток, а также продавали небольшое количество инструментов низшего ранга. Однако владельцы магазинов были в основном смертными, не обладающими магической силой. Это было не так уж странно. Площадь всего замка Янь Лин была чрезвычайно огромной, а население составляло около нескольких сотен тысяч. Однако те, кто имел духовные корни и мог культивировать магические техники, были лишь малой частью. Подавляющее большинство были смертные. Среди этих смертных, которые изначально должны были жить в мире смертных, некоторые, хотя и не имели духовных корней, но были родословными клана Янь, в то время как другие были родственниками учеников клана Янь. В конце концов, браки между одними и теми же членами клана Янь были очень неуместными, поэтому они соответствующим образом ассимилировали новую кровь, позволяя клану Янь продолжать свое существование и укрепляться. Конечно, для сохранения тайны эти смертные, вошедшие в замок Янь Лин, никогда больше не могли покинуть этот город. Они могли только состариться здесь и умереть. Хотя им больше не нужно было беспокоиться об базовых потребностях, все равно это было очень печально. Новые люди, которые были переведены сюда, были не так плохи. По крайней мере, они видели изобилующий мир снаружи. Тем не менее, те, кто родился в замке, но не имел духовных корней, не имели ни одной возможности увидеть внешний мир. Однако, из смертных, которые вошли в замок, никого не принуждали. Все они пришли сюда по собственному желанию и получили большую помощь от клана Янь, а также были готовы к тому, чтобы никогда больше не выйдут во внешний мир. Плюс ко всему, замок Янь Лин хорошо охранялся и был окутан ограничительными заклинаниями. В результате чего, если кто-то из смертных пытался покинуть замок, его тут же обнаруживали и немедленно убивали. Никто и никогда не слышал, чтобы кто-то смог сбежать отсюда. Конечно, Хань Ли не мог знать это. Скорее, это была лишь часть информации, которую он получил вместе с нефритовой картой. Таким образом, Хань Ли был под впечатлением от этого замка. Теперь он направился в чайную этого города. Это было потому, что Хань Ли считал, что большинство культиваторов очень любили хороший чай, а чайная была важным местом для всех культиваторов. Хань Ли чувствовал, что там он может встретиться с некоторыми другими культиваторами и присоединиться к небольшой группе.
Это была возможность обмена, который было очень трудно найти. В конце концов, он не мог полностью игнорировать происходящее. В конце этой каменной улицы, возле трехстороннего перекрестка, он увидел вывеску чайной. Хань Ли невольно ускорил свой шаг. Однако, со стороны какого-то магазина вдруг послышался интенсивный спор между мужчиной и женщиной. Затем, после сердитого крика мужчины, молодая женщина сердито вышла из комнаты, направившись прямо на каменную дорогу, и случайно столкнулась с ошеломленным Хань Ли. Эта молодая женщина была чрезвычайно красива, поэтому Хань Ли, обладавший такой же слабостью к красивым женщинам, как и любой другой мужчина, не мог не взглянуть на нее. В конце концов, когда Хань Ли внимательно осмотрел ее, он тут же встал как вкопанный. Молодая женщина, увидев, как Хань Ли пялится на нее, почувствовал невероятное раздражение, но, похоже, она уже давно жила в замке. И хотя у нее не было никакой магической силы, она узнала по одежде Хань Ли, что он был культиватором. Хотя из-за того, что она была сердита и унижена, она не обратила внимания на внешность Хань Ли, только чувствуя, что он казался ей несколько знакомым. Она все еще решительно сопротивлялась своему гневу, мягко опустила голову и строго спросила: «Уважаемый культиватор, не могли бы идти, куда шли? Я уже замужем. А вы смотрите на меня неподобающим образом, вам не кажется, что вам не хватает надлежащих манер?» Сказав это, казалось, она больше ни о чем не беспокоилась. В конце концов, внутри замка Яньлин дисциплина была жесткой, и существовали ограничения, запрещающие культиваторам нарушать жизнь смертных. Наказание за неповиновение было чрезвычайно жестоким. Естественно, смертные также должны были сохранять свое абсолютное уважение к культиваторам. Если бы они пренебрегли этим правилом, то культиваторы могли обращаться с ними так, как они хотели. Кроме того, поскольку они находились в общественном месте, она больше даже не боялась, что у другого человека будет какое-то неправомерное поведение. Но молодая женщина долго опустила голову и, казалось, вовсе не видела культиватора перед собой. Так как он, казалось, собирался пропустить ее, то и он не стал открыто выговаривать ей, и это вызвало у нее некоторое потрясение. Она невольно подняла голову и взглянула на него. В конце концов, перед ее глазами появилось импульсивное лицо с загадочной улыбкой. Встретившись с ним взглядом, она тут же вспомнила, как 10 лет назад ей пришлось переночевать в заднем дворе. Перед ее глазами тут же возникла сцена из прошлого, где старший боевой брат и умная, хитрая маленькая девочка спорили друг с другом. Старший боевой брат. Младшая боевая сестра. Молодая женщина, наконец, узнала его лицо, которое с тех пор совсем не изменилось. Хань Ли, услышав, что она назвала его старшим боевым братом, стал абсолютно уверенным, что эта невероятно красивая молодая женщина действительно была той умной, хитрой девочкой, которую он встретил много лет назад, Мо Цэхуань, младшая дочь доктора Мо, той, кого он лично назвал названной младшей сестрой. «Вы действительно старший боевой брат Хань Ли?» Мо Цэхуань была ошеломлена. Она спросила его со смешанными чувствами, но она все еще, казалось, не смела в это поверить. «Неужели пилюля ароматного ветра, которую я вам дал, все еще эффективна?» Внезапно спросил Хань Ли вполголоса. «Старший боевой брат, это действительно ты?» Увидев, что Хань Ли назвал подарок, который он дал ей тогда, Мо Цэхуань больше не сомневалась. Ее глаза внезапно покраснели, и она начала всхлипывать так, словно ее сильно обидели. Это ошеломило Хань Ли еще больше. В конце концов, они все еще были на каменной дороге, где ходили и другие люди. Если бы эту прекрасную молодую женщину увидели плачущей перед ним, разве они не сделали бы поспешных выводов о нем? Размышляя об этом, Хань Ли почесал голову, затем собрал все свое мужество и сказал Мо Цэхуань: «Младшая боевая сестра, как насчет того, чтобы найти другое место для разговора?» «Кажется, это не совсем подходящее место для разговора». «Да. Я выслушаю старшего боевого брата», — послушно сказала Мо Цэхуань, временно прекратив плакать. Ее нынешнее поведение сильно потрясло Хань Ли. В конце концов, Мо Цэхуань в его воспоминаниях была похожа на маленькую дьяволицу. То, что она внезапно стала такой нежной и послушной, было действительно то, к чему он не привык. Но где можно было спокойно поговорить? Хань Ли подумал про себя и несколько меланхолично взглянул на улицу. «Идемте ко мне домой. Моя мать тоже там». Мо Цэхуань неожиданно пригласила его к себе, после того, как она немного успокоилась. Четвертая боевая мать тоже находится в замке Яньлин. Хань Ли был потрясен, казалось, что что-то серьезное произошло в особняке Мо. В противном случае, леди Янь, будучи главой особняка Мо, никогда бы не покинула это место. «Да, старший боевой брат. Моя мать страдает от очень тяжелой болезни. Вы должны спасти ее». Слезы мелькнули в глазах Мо Цэхуань, когда она с горячью умоляла это.
Ладно, если есть что-нибудь, мы о чем можем поговорить, то лучше поговорить об этом в доме твоей матери. Если это не неизлечимая болезнь, старший боевой брат все еще может вылечить ее. Видя нынешнее состояние Мо Цэхуань, Хань Ли невольно вспомнил ту беззаботную жизнь, которую она вела в особняке Мо. Таким образом, его сердце смягчилось, и он пытался ее утешить. Да. Я доверяю словам старшего боевого брата. В том же году сестра второго старейшины сказала, что медицинские техники старшего воинского брата уже превзошли ее. Теперь, когда ты здесь, мою маму можно спасти. Услышав обещание Хань Ли, Мо Цэхуань прекратила плакать и начал смеяться. Когда он увидел ее нежную и красивую улыбку, Хань Ли слегка смутился, но тут же пришел в себя. Пойдем, мой дом недалеко отсюда. Как только мы пройдем через еще одну улицу, мы будем на месте. Когда моя мама встретится с старшим боевым братом, она определенно будет очень счастлива. Мо Цэхуань втянула Хань Ли за собой, схватив его за рукав. Казалось, она была в приподнятом настроении, словно нашла того, на кого можно было положиться. Молодая женщина, ведущая за собой мужчину, естественно, привлекала много косых взглядов прохожих. К счастью, наряд Хань Ли в качестве культиватора означал, что никто не осмелился сказать что-либо неприятное перед ними обоими. Естественно, это не значило, что они не будут сплетничать у них за спиной. «Младшая боевая сестра, как вы с матерью оказались здесь? Что-то случилось в особняке Мо?» Хань Ли и Мо Цэхуань шли плечом к плечу. Увидев, что Мо Цэхуань не обратила на это внимания, он нежно убрал ее руку и повторил свой вопрос. Этот вопрос займет много времени для объяснений. Особняк Мо было разрушено 7 лет назад, и ужасающая ассоциация «Драконий поток» также была изгнана. Услышав это, Мо Цэхуань слегка вздрогнула, и выражение ее лица потемнело, когда она ответила. А что насчет 2 других младших боевых сестер Мо и их матерей? Хотя Хань Ли уже обо все догадался, он тяжело вздохнул и спросил о положении других членов ее семьи. 2-я и 5-я мать умерли, в остальном я не уверена. У нас было слишком мало времени, поэтому каждому пришлось отвечать самому за себя. Голос Мо Цэхуань начал дрожать. Было видно, что в глубине души она сильно страдала.